Всем привет! Сегодня у нас Таро расклад. Какой секрет от вас скрывают, да, и почему? И прежде чем начать, конечно же, зову всех в проживание аркана. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также, если в вашей стране, а это две страны, кому недоступен Бусти, то есть YouTube. На YouTube тоже есть, правда, без магического чата. Кстати, все те, кто в проживании арканов, зайдите в магический чат. Там вы найдете своих. Вот без всей вот этой мишуры, без вот этого всего наигранного, там найдете своих, настоящих. Правда, вчера чего-то все, как сказать, молчали. Вчера, как я понимаю, сильная магнитная буря была. Вот, поэтому все были вовне. И обязательно зайдите в проживание арканов, в чаты отчетов. Кто на Ютубе арканы проживает, это во вкладке записи самая верхняя запись. Те, кто в проживании арканов на Бусти, в чате Телеграм, где проживание арканов, прочитайте последнее сообщение. У тех, у кого эзотерическая библиотека, подписка, тоже прочитайте последнее сообщение. У вас там ссылки на закрытые расклады. Итак, начнем наш расклад. Итак, что за секрет сейчас от тебя скрывают? Единичка. Ну, от тебя скрывают, что ты давно уже все сделала правильно. Но результат тебе не показывают. Это или проект на работе, над которым ты, как говорится, пахала, пахала, пахала. Или вот учеба, которую ты закончила. Вот именно вот с этими двумя вещами, да, одной из этих, связан секрет. Ты вот думаешь, что еще рано про результаты говорить. На самом деле решение уже принято. Твой начальник, да, или твой преподаватель, он уже знает, что ты получишь то, к чему ты стремилась. Повышение, там, признание, диплом, все уже решено. Но есть какой-то важный мужик, так назовем, да, который должен это все одобрить. Типа, знаешь, типа вот большой начальник какой-то, ну или комиссия. И пока вот он не даст зеленый свет, тебе ничего не говорят. И этот секрет, он связан вот с твоим профессиональным ростом. То есть кто-то из начальства, да, из руководства видит в тебе потенциал и дать тебе шанс хочет. Но это, знаешь, это решение, оно повлияет на многих людей, не только на тебя. Поэтому все держится очень сильно в тайне, пока не утрясутся вот все детальки. И знаешь, что самое интересное? Ты сама не до конца понимаешь, насколько ты крутая. Ты вот думаешь, ой, мне еще многому надо учиться, что там не готова я к серьезным задачам, а начальством быть это вообще не мое. Знаешь, вот те, кто тебя знают, они давно поняли, что ты справишься с чем угодно. Потому что люди, которые тебя окружают, твой потенциал видят лучше, чем ты сама. Потому что, как тебе сказать по-мягкому, ну ты себя обесцениваешь. Ну, у себя в голове. И знаешь, еще один момент, вот этот секрет касается не только денег и должности. Это, знаешь, речь про вот уважение, которое ты заслужила, о том статусе, который ты получишь. Понимаешь? И люди, они начнут к тебе совершенно по-другому относиться. Будут мнение твое спрашивать, считаться с тобой, да? Твое слово будет, как говорится, на граните выбито. Вот это и скрывают пока, что скоро ты станешь совсем вот, как сказать, другим человеком в глазах окружающих.
Почему скрывают? Потому что, знаешь, боятся, что ты начнешь паниковать, накручивать и вот это все. Потому что ты же у меня мнительная, да? Начнешь переживать там, а вдруг не получится, а вдруг что-то не так пойдет. Потому что мы уже узнали, да, то, что ты сама себя обесцениваешь. Вот как ты о себе думаешь, умножь это в миллион раз. Вот такая ты. А ты мне не веришь, ты смотришь этот расклад ради развлечения, да? И вот все переживают, что вот ты там ночами спать не будешь, да, нервничать днем будешь. Все время перепроверять свою работу. А это ж только навредит самой работе. Ну и тебе тоже ты будешь на нервах все время. И знаешь, еще есть один тип, да, вот я не знаю, как слово подобрать, но мужчиной я его не назову. Человеком тоже, поэтому назову его тип. И вот этот типок очень торопится все испортить. И это твой коллега или вот одногруппник, который тоже претендует на то же самое. Он, знаешь, он уже почул, что что-то вот происходит. Быстрее тебя почувствовал и начал активно действовать. Козни строит, пытается там подставить тебя, ищет ошибки твои. Поэтому вот те, кто за тебя, они решили пока помолчать. А вот этот, ой, как его, ну, как Аня говорил, пингвин, да? Вот этот пингвин очень быстро двигается. Он, знаешь, он из тех, кто не стесняется лезть по головам, лезть вперед и так далее. И пока ты скромненько такая вся делаешь свое дело, он уже всем рассказывает, какой он там крутой, там выпендривается, хвастается. Ну, то есть, он, знаешь, он пытается привлечь к себе внимание. И начальство боится, что если он узнает о твоих шансах, то сделает что-то подлое. А уволить его, вот, ну, как сказать, не до чего докопаться. Потому что он законы не нарушает, то, что у него язык как помело, извините меня за выражение. И знаешь, в чем прикол? Все знают, что ты лучше его работаешь. Но он громче орет и больше себя рекламирует, понимаешь, чем ты. А ты тихонечко свое дело делаешь и не кричишь о своих достижениях. Поэтому вот пока решили вот не светить твои планы, да, чтобы он там не успел ничего испортить, а уволить не за что. За там, как говорится, за острый язычок не уволишь же. И знаешь, еще одна причина, по которой ты не знаешь, время не пришло. Есть какие-то правила, процедуры, которые нужно вот соблюсти. Там документы подписать, согласования всякие получить. И все это требует времени. И пока весь процесс не завершится, никто не хочет раньше времени тебе надежду давать. Как ты можешь узнать этот секрет? Больше общаться с коллегами. Что тут сказать еще? Особенно вот с теми, кто работает в команде. Не с начальством, а именно с равными тебе людьми. У них есть своя вот, как сказать, вот своя группа, да, где они обсуждают там всякие рабочие дела за чаечком, с печенюшками. Вот туда тебе и нужно попасть. Они все знают. Там сплетни, слухи, они раньше знают, чем официально объявят, поэтому вот так только ты можешь узнать. А поможет тебе узнать одна женщина, она тебя старше, она опытнее, у всех на хорошем счету. И вот эта женщина, она, знаешь, создает атмосферу, где вот люди расслабляются, начинают лишнего болтать. А знаешь, она как мама для всего коллектива. К ней идут за советом, ей жалуются и так далее. Вот подружись с ней по-настоящему. Не просто вот привет, пока, да, а по-человечески. Помоги ей с чем-то, там, совета попроси, своими переживаниями поделись. Когда она поймет, что ты нормальная, да, а не вот эта, как сказать, пришибленная карьеристка, то сама она тебе намекнет на то, что происходит за кулисами. И знаешь, еще один способ — это внимательно слушай, что говорят на совещаниях.
Не только прямые слова, да, а вот намеки, недосказанности. Вот когда начальство говорит, да, скоро у нас будут там изменения, повышения, или там готовьтесь к новым задачам. Это может касаться именно тебя. И следи за поведением своего вот этого конкурента, потому что ты в любом случае, если этот расклад тебе, ты поняла, о ком я говорю. Если он стал нервным, начал чаще там к начальству заходить, стал агрессивнее, значит, он что-то почуял. А раз волнуется, значит, дело касается вас обеих. Тогда вот можешь быть уверена, секрет скоро раскроется. И самое главное, в лоб не спрашивай, нет. Тебе все равно не скажут. А вот если будешь внимательный, терпеливый, да, сама все, как говорится, раньше официального объявления поймешь. Что делать, когда ты узнаешь этот секрет? Ну, у тебя сначала все рухнет в голове. Ты просто поймешь, что многое было не так, как ты думала. Что люди, они знали больше, чем показывали. Что вокруг, конечно же, интриги плелись, тоже узнаешь, о которых ты даже не подозревала. Это больненько будет осознавать. Но, а что поделаешь? И первое время ты в шоке будешь. Захочется обвинить всех, да, поскандалить, потребовать объяснений, потому что, вот, знаешь, за кулисами не то, что не все так ровно, а вот за кулисами идут баталии целые, понимаешь? Особенно вот этот вот пингвин, да, он вот всех настропаливает, чтобы вот все вот как на иголках были, понимаешь? И тебе, пойми, вот не из злости говорили, а чтобы не говорили, да, а чтобы защитить тебя. И что в итоге вот все сработает в твою пользу. Потом ты поймешь, что ты потеряла что-то важное. Это свою наивность на работе. Ты больше не будешь слепо людям доверять, потому что все прозрачно и честно станет. Поймешь, что вот в любом коллективе есть свои вот эти игры закулисные, да, свои правила, о которых официально не говорят. И это будет осознание, оно будет и грустным, но и полезным. По-другому смотреть будешь на отношения с людьми. Перестанешь о своих мечтах и планах рассказывать. Научишься быть более закрытой из-за вот этого пингвиносика. Понимаешь? Но эта потеря наивности, она тебя сделает сильнее по-любому. Ты вот научишься играть по взрослым правилам. Поймешь, как устроено все на работе на самом деле, да? И сможешь лучше защищать свои интересы в будущем. Но кто правду от тебя скрывал, ты их простишь. А вот этот вот пингвин, ну, а чё поделаешь? Можешь по головке его погладить, когда официально вот все объявят. Подписывайся на канал, чтобы меня не потерять, и мы перейдем ко второму варианту. Ну что, двоечки, врать я вам не хочу, но десятка мечей, когда это все окончательно и бесповоротно, да, и тройка мечей это у нас разбитое сердце, боль и так далее, то вот как я вам скажу, что у вас все будет хорошо. Какой секрет от тебя скрывают? Ну, понятно, да? Я тебя чуть-чуть подготовил. Отношения уже кончились. Все, финиш. Вернуть нельзя. Твой мужчина, он уж давно не любит тебя. Морально он ушел из этих отношений. Он это прекрасно знает. А ты все еще думаешь, что у вас что-то есть. А он уже не твой, понимаешь?
Просто вот делает вид, что все нормально. Он не хочет больше быть с тобой. Вот прям вообще не хочет, потому что там башни это там можно там возвести потом что-то, да, смерти это можно, начало нового. А тут нет ничего, это бесповоротный конец. Прям вообще не хочет. Когда ты его обнимаешь, ему противно. Когда говоришь там про планы на будущее, он внутри смеется. Когда, как сказать, компот просишь или предлагаешь, да, он ищет отговорки. Он уже мысленно собрал чемоданы и ушел, а ты планы строишь. Там продукты покупаешь, да, подругам рассказываешь, какой он хороший. Твоя любовь для него уже, знаешь, вот как сказать-то мягко. Труп. Твоя любовь для него труп. Он на нее смотрит, как на что-то вот мертвое и вонючее. Ему, знаешь, ему хочется поскорее все это закопать и забыть. Но он пока время тянет, не говорит тебе правду, понимаешь? Вид делает, что все хорошо, да, кивает, когда ты там предлагаешь. Даже иногда соглашается на близость. Но внутри он уже составил план, как от тебя уйти. Да, женщина есть, все-таки тут тройка мечей. Он, знаешь, он знает, когда сделает это. Объяснит и так далее. У него все продумано уже. А ты даже вот не подозреваешь, что живешь с человеком, который уже решение принял бросить тебя. И он считает, знаешь, что, как сказать, что все, ну, возродить нельзя. И самое паршивое, что он не просто разлюбил, он считает, что потратил на тебя вот лучшее время свое, что ты его там задержала, развиваться не давала, и теперь вот он злится на тебя за то, что так долго терпел. И на тебя за то, что ты его держала, тоже злится. Хотя ты ничего плохого и не делала, просто его любила. Почему он скрывает это все? Ну, он правду не говорит, потому что, как говорится, сил на драку уже нет. Он так устал от ваших отношений, что даже ссориться не хочет. Знает, что как только скажет правду, ты начнешь скандалить, плакать, выяснять отношения, вопросы задавать, а у него нет на это энергии. Он, знаешь, он хочет тихо исчезнуть из твоей жизни, да, без шума, без пыли и так далее. Он, знаешь, он понимает, что если расскажет, как вот все на самом деле сейчас, то ты будешь пытаться все исправить. Начнешь говорить там, что изменишься, что все будет по-другому, и он знает, что не сможет тебе отказать сразу. Что придется еще месяцы мучиться, да, и вид делает, что дает отношениям второй шанс. А еще он реакции твоей боится. Не физически, а морально. Ты же будешь его винить и говорить, что он подлец, что потратил твое время, будешь рассказывать всем, какой он плохой. И он не готов к такому прессингу, понимаешь? Ему хочется уйти тихонечко, чтобы про него говорили, ну, не сложилось, да, этими, как его забыл, характерами не сложилось, не соединились. Он сейчас защищает себя от твоих эмоций. Ему не хочется видеть, как ты плачешь, как умоляешь его не уходить. Знаешь, он боится, что начнет жалеть тебя и останется вот из-за жалости. А этого он точно не хочет, поэтому тянет до последнего, надеясь, что ты там сама все поймешь и отпустишь его. Возможно, он создает такие сейчас ситуации, чтобы ты на него кричала, ругалась и так далее. И, конечно же, он уже присмотрел себе другую. У него есть план «Б», и он хочет перейти к ней сразу после разрыва с тобой. У них уже есть вот твой вопрос, который ты... Есть ли у них? Есть. Тройка мечей, потому что у нас. Как ты можешь узнать этот секрет? Ну, перестать жить на автопилоте и начать анализировать, что вообще происходит. Потому что ты сейчас вот как эта белка в колесе. Крутишься, бегаешь, делаешь домашние дела, работаешь, а на отношения внимания ты не обращаешь. Ты думаешь, что раз он рядом, да, значит все нормально. А ты присмотрись внимательней.
Вот возьми и честно посчитай, сколько времени вы проводите вместе. Не просто в одной квартире, да, а вот именно вместе. Вот сколько вы вместе там разговариваете. Или просто там смеетесь. Или компотом занимаетесь. Ты увидишь, что этого времени очень мало, если оно вообще осталось. Что вы как соседи живете в коммуналке, а не как парочка влюбленных. Посмотри на траты ваши. Он перестал тратить деньги на общие вещи. Он не предлагает поехать отдохнуть. Он покупает только то, что нужно ему лично. Понимаешь? И это очень важный сигнал. Люди не инвестируют в то, что собираются бросить. А заметь, когда он тебе цветы подарил или подарочек какой-нибудь. А еще, знаешь, обрати внимание на то, кто вот в ваших отношениях решения принимает. Раньше вы вместе все решали, там, что купить, куда поехать, а сейчас оба стали вот, как сказать, друг от дружки. То есть каждый независимым стал. Он сам решает за себя, твоего мнения не спрашивает. Это значит, что он мысленно уже отделился от тебя. И вообще своему инстинкту доверься. Внутри ты уже чувствуешь, что что-то не так. Просто, знаешь, как сама себе глаза вот закрываешь. Как это назвать? Не хочешь верить сама. Видишь, но верить не хочешь. И тело твое не врет. Оно чувствует его холодность, вот эту его отстраненность. Перестань себя убеждать, что тебе кажется. Тебе не кажется. Что делать, когда узнаешь? Ну, знаешь, все, когда это выплывет, то ты почувствуешь облегчение сначала, вот серьезно. Ты поймешь, что ты не с ума сходишь, что твои подозрения, они были правильными. Что ты не параноик. Что ты нормальный человек, который просто чувствует ложь. И это будет для тебя вот как глоток свежего воздуха. После вот этого долгого сидения в этой атмосфере отдаления. Я даже не знаю, как это назвать атмосферу. И ты поймешь, что ты можешь перестать бороться за эти отношения, которых уже нет. Перестать пытаться стать лучше для человека, которому ты не нужна. И винить себя перестань в этом, что вот это все не так у вас пошло. Дело не в тебе, он просто разлюбил. Понимаешь? Ну, а потом страх придет. Страх, что я останусь одна, страх, что я никого больше не найду, что делать дальше. Ну, вот такой вот страх. И тут, знаешь, самое главное не паниковать. Будет тяжело, да. Если расклад твой, когда всплывет, приди в проживание арканов. Не сиди одна. Не горюй одна в магическом чате, даже если тебе проживание арканов не нужно. Зайди в магический чат. Он на бусте в самом верхнем посте. Там прям написано «магический чат». Проживание арканов не нужно. Хотя бы общайся. Не закрывайся в себе. Там все свои люди. Без масок, без вот этого. Приди туда. Не сиди в этом горе одна. И после его ухода еще будут проблемы с деньгами, конечно, потому что искать новое жилье придется, работу менять возможно, экономить на всем. Это не просто будет. Но знаешь что, вот эти трудности, они будут временными. А годы, которые потрачены на мертвые отношения, уже не вернуть. Не пытайся удержать, когда он будет уходить. Не унижайся, не умоляй, не обещай измениться. У него уже есть другая жизнь без тебя. И он к ней идет. Сохрани хотя бы свое достоинство. Пусть он уходит с чувством, что вот потерял хорошую женщину, а не избавился от надоедливой, понимаешь? И главное, не трать время на месть, на обиды. Да, он подло поступил, что вот так врал долго, но ты потратишь злобу на, как сказать, на месяцы драгоценные, которые можешь потратить на новую жизнь, понимаешь?
Обязательно подписывайся на канал, и когда это случится, если оно случится, если это твой расклад, то обязательно приходи как минимум в магический чат. Все будет хорошо, не переживай. Не оставайся одна. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, троечки, что за секрет от тебя скрывают? Ну, от тебя скрывает родственник твой какой-то, что он в больнице. То ли диагноз поставили, то ли еще что-то, и тебе не говорит. Тебе говорит, что там это просто обследование. На самом деле какая-то вот серьезная штука. Вот так вот я скажу, да, чтобы напрямик не говорить. И он это знает, вот этот человек, он, она, не знаю, это родственник. Я говорю он, поэтому. Несколько месяцев это известно. Врачи сказали, да, но он, знаешь, как сказать, этот родственник, он просит тебе не говорить никому. Ну, ты поняла, да? Потому что этот человек, он всегда сильный, всех защищает, обо всех заботится. И сейчас он тоже пытается тебя вот защитить от плохих новостей. Он думает про себя, что там, пусть она, как говорится, спокойно живет, работает, там, жизни радуется. Зачем ей знать, что там проблемы, да, у меня? А он устал вот от этого всего, от больницы, от лечения. Он, знаешь, к нему приходят, как сказать, врачи, результат анализов и так далее. Нужно лечиться, лекарства принимать, укол делать. А ему хочется просто отдохнуть от всего вот этого больничного, понимаешь? Хочется дома посидеть в кресле, телевизор посмотреть. Когда ты звонишь этому человеку, если вы по телефону общаетесь, да, то он говорит там, все хорошо, просто там слабость немного. Когда приходишь к нему домой, да, он там вид делает, что все нормально, чувствует себя нормально. На самом деле этому человеку плохо. И он боится, что он не поправится. Этот человек, он, знаешь, он гордый человек. Он всю жизнь был опорой для всех. Решал проблемы, на него все полагались. А сейчас ему, знаешь, просто стыдно показаться слабым. И он не хочет, чтобы ты видела этого человека, ну, как больным, беспомощным и так далее, поэтому скрывает. Ну, почему скрывает? Характер лидера, потому что. Знаешь, этот человек всегда всеми командовал, да, всех направлял, за всех отвечал, всех приголубит и так далее. Даже вот сейчас, когда сам в беде, он думает не о себе, а о том, вот как защитить свою семью, да, от переживаний. Он считает, что должен быть сильным до конца. И еще у него, знаешь, появилась новая цель. Он хочет побороться со своей болезнью по-своему. Врачи одно предлагают, а он в интернетах бусурманских, да, другие методы читает. Изучает там всякие народную медицину, альтернативные способы там лечения. Он решил бороться, но пока молча, чтобы, вот как говорится, никто не мешал. И этот человек знает, что если расскажет тебе правду, то ты начнешь паниковать, будешь бегать по врачам, да, просто ему покоя не дашь. То есть искать специалистов будешь и так далее и тому подобное. А ему не хочется создавать суету вокруг себя. Он хочет лечиться спокойно, без лишнего шума, своими методами или вот это вот есть. Авось и само пройдет. Понимаешь? И еще одна причина, почему не говорит, это жизнь боится тебе испортить. Знает, что если скажет тебе правду, да, то ты все дела бросишь, будешь только им заниматься. Не будешь там даже на работу ходить или там с подругами встречаться. А ему этого не хочется. Он думает, что
Пусть она живет обычной жизнью, да, как можно дольше. Успеет еще, как говорится, наволноваться, когда будет совсем плохо. А пока зачем ей портить настроение, планы и так далее? Этот расклад не тебе, я сразу говорю. Потому что мне не нравится это то, что вижу. Как ты можешь узнать этот секрет? Знаешь, начни копить. Не потому что жадная стала, а потому что деньги понадобятся на что-то важное. Потому что твоя интуиция уже колокольчиком, как сказать, звенит, что впереди ждут расходы, к которым нужно готовиться. Начни обращать внимание на то, как ведут себя родственники твои. Когда ты спрашиваешь там про здоровье и так далее, начинает нервничать кое-кто, разговоры переводят на другую тему, говорит типа «все нормально, не переживай». И это не случайно. Они что-то знают. Еще поможет кто? Человек, врач личный, который может правду рассказать. Если знаешь вашего лечащего врача, да, то просто поймай его одного в коридоре, да, и спроси. Скажи, вот я взрослый, имею право знать про родственника. Он не сможет молчать, он расскажет, что происходит. Но знаешь, правду будет очень болезненно узнать. Ты поймешь, что родственник страдает, а ты об этом и не знала. Что он мучается, а ты вот, как говорится, обычной жизнью жила, радовалась мелочам. Будет чувство вины, которое будет сложно пережить. И посмотри, как сказать, на всех вот родственников, потому что кто-то из них тоже знает, понимаешь, но тоже молчит. Ты увидишь, что, как сказать, когда спросишь, глазки стали грустными, понимаешь? Возможно, даже растерянными, рассеянными. И обрати внимание, кто плачет без причины. Что делать, когда узнаю этот секрет? Так, знаешь, самое главное не показывать, что ты в курсе. Потому что этот человек расстроится, если поймет, что вот этот секрет раскрылся. Винить себя будет в том, что не смог тебя от переживаний уберечь. Поэтому просто продолжай вести себя как обычно, как и общалась. Но внутренне готовься, что твоя жизнь изменится. У тебя появится новая забота поддерживать этого человека. Это потребует много времени, много сил. Придется брать там отгулы на работе, выходные тратить на больницу, думать о всяких медицинских вопросах. И главное, тебе нужно стать опорой для семьи. Потому что все растеряны и не будут знать, что делать, когда это все всплывет. Другие родственники паниковать будут, давать глупые советы, возможно, даже. А ты должна будешь всех успокаивать и принимать правильное решение. Устрой вот настоящий семейный совет со всеми родственниками. Обсудите план действий, кто что будет делать, как там обязанности распределить, где деньги взять. Это поможет всем почувствовать, что ситуация под контролем, понимаешь? А когда родственнику станет лучше, а он точно поправится, ты не думай, что я тебя там готовлю самому плохому. Нет, он поправится. Тогда вот настоящий праздник устрой вот этому человеку. Семью соберите, накройте на стол, друзей пригласите. Пусть этот родственник увидит, как много людей его любят и радуются вот его выздоровлению. Это даст силы жить дальше и, как говорится, больше никогда не скрывать всякие секреты. Родственник помирится, хотел сказать, выздоровеет. Просто скрывает. И сразу говорю, еще раз повторяю, это не твой расклад. Этот расклад так эфемерно кому-то там. Подписывайся обязательно на канал, жмякай на колокольчик и подпишись, потому что можешь меня потерять. И приходи в проживание арканов, конечно же.
Особенно в манифест приходи, там ты многому научишься. Это и чистки делать, и защиты ставить как себе, так и другим. И амулеты делать, и чакры чистить, и чакры защиты ставить. Вот все это сможешь в манифесте. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии.